Здравствуйте, дорогие избиратели! Это Надя из Посирает, и сегодня я расскажу вам о том, как вести себя при задержании. Задержание – процедура неприятная, и, как слишком часто бывает в случаях с политическими активистами, совершенно незаконная. Если ты знаешь, как вести себя при задержании, то это поможет тебе сделать задержание менее травматичным для себя. И в то время как я не являюсь юристом, я не являюсь теоретиком задержаний, но я являюсь в некотором смысле практиком. Я прошла через многие-многие десятки задержаний, и я надеюсь, что смогу поделиться с вами полезным опытом. Когда меня задержали впервые в жизни, мне было 18 лет, и мне было необычайно жутко. Мне было очень страшно. И страх этот шел из того, что я не знала закона, я не знала, чего ожидать. Мне было страшно, потому что мне казалось, что сотрудники полиции имеют надо мной неограниченную власть. Но это не так. Знание буквально становится силой, когда ты изучаешь закон. В тот момент, когда ты понимаешь, что есть четкий закон, который регулирует отношения между собой и сотрудниками полиции, ты понимаешь то, что ты не беззащитен. Закон дает тебе инструменты, которыми ты можешь отвечать на задержание. Но теперь подробнее по пунктам. Чего делать не нужно? Не нужно угрожать полицейским, не нужно бить полицейских, не нужно кричать матом на полицейских. Все это карается уголовной ответственностью. Немного о терминологии. Чем административный арест отличается от административного задержания? Многие люди путают эти два понятия, приводят многих адвокатов в бешенство. Административное задержание – это лишение вас свободы передвижения для обеспечения дела производства по административному делу. Например, вас задержали на митинге, привезли в ВВД, заполнили бумажки, отпустили. Это задержание. Арест вам могут назначить только в суде, и это является одним из видов административного наказания. В случае задержания несовершеннолетнего полиция должна немедленно сообщить его родителям о задержании, и без появления родителей в полицейском участке полиция отпустить несовершеннолетнего не может. Если к вам обращается сотрудник полиции, по закону он должен называть свое имя, звание и фамилию. По вашему требованию он должен предъявить служебное удостоверение. И если он хочет вас задержать, то он обязан объяснить вам причину задержания и причину ограничения ваших прав и свобод. Очень важный момент, о котором знают немногие. Просто так проверять ваши документы полицейский не может. Есть случаи, описанные законом, в которых сотрудник полиции вправе спросить ваши документы. Случай есть следующий. Если они подозревают вас в совершении преступления, если имеется сведения, что вы находитесь в розыске, если имеется повод к возбуждению в отношении вас административного дела, если вы просто идете по улице и не нарушаете закон, легальных оснований к тому, чтобы спросить у вас документы, у сотрудника полиции нет. Но, как вы, наверное, уже знаете, в некоторых ситуациях, например, публичные массовые мероприятия, сотрудники полиции власть на закон, поэтому нам придется разбираться с проблемой по мере их поступления. Ну и часто случается так, что нас просто силой запихивают в автозак, и никто даже и не думает представляться. Пока вас тащат в автозак, вы все равно можете громко, настойчиво, уверенно и спокойно требовать объяснить вам причину вашего задержания и попросить сотрудника представиться. Если вас снесут в автозак, вам стоит избегать размахивать руками, потому что вы можете случайно задеть сотрудника полиции или даже махнуть рукой случайно в сторону сотрудника полиции, что в текущей российской ситуации уже может быть проинтерпретировано судом как нападение на сотрудника полиции, что является уголовной статьей. Если это возможно, попытайтесь снять на видео момент вашего задержания или попросите кого-нибудь это сделать. Нету закона, который запрещает снимать на видео и фото полицейских при исполнении. Такого закона нет. Возьмите контакты у очевидца воздержания. Это может вам пригодиться. И если дело дойдет до административного суда, то эти свидетели могут вам очень помочь. Убедитесь в том, что кто-то знает о том, что вас задержали. Зафиксируйте точное время, когда вы оказались в полицейском автозаке. Можете даже отправить кому-то СМС. Потом будет легко доказать в суде по отправленной СМС, когда вы были помещены в автозак. Будет здорово, если вы сможете записать ФИО, должность и номер жетона
того полицейского, который вас задерживал, а если вы не смогли узнать его ФИО, то хотя бы запомните его или ее внешние черты. Очень важный момент по поводу телефона. Закон не позволяет сотруднику полиции изымать у вас телефон в тот момент, когда вы административно задержаны. Вещи могут изыматься у вас только в том случае, если есть основания полагать, что они послужили орудием правонарушения. А орудием правонарушения в случае, например, протестной акции может быть баннер или плакат, но никак не ваш телефон. Часто бывает, что ты попадаешь в автозак, пытаешься снять происходящее, пытаешься снять применение силы к другим задержанным или к себе, и вам говорят, это незаконно, отдайте мне телефон. И на это нужно говорить нет. Если сотрудник полиции у вас отнимает телефон физически, когда сотрудник полиции применяет к вам физическую силу, вы находитесь в неравном положении. Вы не можете применять к нему в ответ физическую силу. Любое использование вами физической силы будет проинтерпретировано потом в суде против вас. Поэтому, если дело доходит до незаконного изъятия у вас сотрудником полиции мобильного телефона, вы не можете физически этому, к сожалению, сопротивляться. Но вы можете прятать телефон. Конечно, это уже не совет юриста, а совет человека, который прошел через 1 миллион задержаний. В тот момент, когда вы понимаете, что вы находитесь рядом с сотрудником, который агрессивно настроен по отношению к вашему телефону, вы просто этот телефон куда-нибудь прячете. Сотрудники полиции сами осведомлены о том, что эти действия их нелегальны. Закон не позволяет изымать у вас просто так телефон. Поэтому, если момент ярости проходит, то часто сотрудник просто машет на вас рукой, и вы можете дальше пользоваться телефоном, который при административном задержании является вашим главным оружием самозащиты. С помощью телефона вы можете связываться с родственниками, вы можете просить принести вам еду, воду, что совершенно легально передавать в отделение полиции. Вы можете связываться со своим адвокатом. Стоит ли писать о вашем задержании в социальные сети? Если вам нечего бояться на месте работы или учебы, то, я думаю, да. В тех случаях, когда задерживали меня, мне всегда, безусловно, общественная огласка помогала, потому что сотрудники полиции начинают себя вести более ласково, они понимают, что нужно следовать закону больше, чем обычно, и отпускают вас скорее раньше, чем позже. Многие учатся и работают в таких местах, в которых вам может повредить информация о вашем аресте, поэтому, может быть, для некоторых из вас лучше не сообщать. Да? Давайте подробнее немного про досмотр. Во время задержания вас могут досмотреть. Их цель – найти орудие совершения административного правонарушения. Чаще всего это бывает баннер или плакат. В некоторых случаях флаер, в отдельных случаях гитара. Как я уже сказала выше, телефон к этому не относится. И все остальные ваши вещи, которые не имеют никакого отношения к сути правонарушения, в котором вас обвиняют, их тоже не имеет права изымать. Досмотр должен проводиться лицом одного с вами пола, и это совершенно железный закон. Если в отделении нет сотрудниц полиции, которые могут вас досмотреть, и вы идентифицируете себя как женщина, то это их проблема. Досматривать мужчины вас не могут. Точка. При досмотре должны присутствовать понятые. Если понятых нету, опять-таки, это проблема сотрудников полиции, и досматривать вас без понятых не могут. Есть только одно исключение в законе, когда вас могут досмотреть без присутствия понятых, когда срочно полицейским нужно вас досмотреть, потому что у них есть подозрение на то, что у вас есть оружие. Если у них этого подозрения нету, то досматривать вас без присутствия двух понятых сотрудники полиции не могут. Обязательно следите за тем, чтобы во время досмотра составлялся протокол. И по завершении досмотра непременно просите копию протокола. Если на выходе из отдела вам не отдали какую-то вещь, которая не имеет никакого отношения к вашему административному правонарушению, смело пишите заявление о краже, которое вы можете просить зарегистрировать тут же в отделении. Часто вы можете услышать такую фразу от сотрудников. А теперь откатаем пальчики. Никаких пальчиков откатывать вы не должны. Если у вас при себе есть паспорт или нотариально заверенная копия паспорта, то никакой дактилоскопии вы подвергнуты быть не можете. Закон говорит о том, что к дактилоскопии можно прибегать только в том случае, если нет никаких других способов установить личность этого человека.
Поэтому я всячески советую вам при себе иметь паспорт, либо нотариально заверенную копию паспорта. Это действительно очень облегчает вашу жизнь в отделении полиции. По закону, с момента доставления в отделение полиции вы можете быть задержаны не более 3 часов. Поэтому по истечению 3 часов смело требуйте вас освободить. Скорее всего, этого не сделают, если все процедуры еще не соблюдены, и поэтому вам придется провести там часов 5, как это обычно бывает в среднем. Опять-таки, не пытайтесь силой выбежать из отделения полиции, открыть ногой дверь. Я знаю, это очень может хотеться, но этого делать не следует, если вы не хотите получить себе 318 статью Уголовного кодекса. Если вы являетесь свидетелем применения физической силы к кому-либо из задержанных в отделении полиции или к вам, постарайтесь снять это на фото или видео. Сразу после выхода из полицейского участка идите напрямую в медицинское учреждение, где вам могут зафиксировать эти ушибы, травмы, которые были вами получены. Очень хочется пойти в кофейню или домой расслабиться, принять ванну, но во имя правосудия вам нужно превозмочь усталость и боль и пойти в медицинское учреждение, зафиксировать там ваши травмы. Если вы просто сфотографировали ваши ушибы и у вас нет справки из медицинского учреждения, к сожалению, это имеет очень малую юридическую силу, и это не устоит в суде. Поэтому, если вы действительно хотите привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности, то единственный способ – это получить справку. Ни в коем случае не подписывайте белые листы бумаги. На каждого задержанного сотрудники полиции должны составить протокол административного задержания. И у вас есть несколько вариантов взаимодействия с этими протоколами административного задержания. Вы можете вообще просто отказаться их подписывать. Это законно. Если вы не хотите подписывать, не подписывайте. По этому поводу полицейские должны будут в протоколе поставить отметку о том, что вы отказались подписывать протокол. Если вы решаете протокол подписать, следите очень внимательно за каждым словом, которое внесено в этот протокол. Не подписывайте ничего без внимательного прочтения каждого слова, занесенного в протокол. Вы можете выразить свое несогласие с версией событий, изложенной сотрудниками полиции. Есть в протоколе место, где вам дается возможность объяснить свою версию произошедших событий. В протоколе вы можете указать, что к вам применяли физическую силу, вам грубили, вас незаконно задержали. Все жалобы, которые у вас есть в связи с вашим задержанием, вы можете выразить в протоколе. Часто в отделении вас могут попросить написать объяснительную. Это полная глупость и не имеет никакой под собой юридической силы, поэтому просто смело говорить о том, что я не буду писать объяснительных. Очень хорошая стратегия по отношению к протоколу, которую часто применяю я, практически всегда применяю я, это статья 51 Конституции Российской Федерации, которая позволяет вам не свидетельствовать против себя и своих близких. Что она вам дает? Если вы отказываетесь подписывать протокол, часто сотрудников полиции это приводит в ярость. Чаще всего это приводит к тому, что вы остаетесь в отделении полиции немного дольше. Может быть, они не знают о том, что вы можете протокол не подписывать. Может быть, это просто приводит их в бешенство. Лично я часто сталкивалась с тем, что сотрудники полиции начинают бычить на тебя, если ты говоришь, что я не буду подписывать протокол, идите в жопу. Не всегда. Но если вы столкнулись с этим случаем, вы можете пойти путем, который обычно выбираю я. Я протокол подписываю, но пишу я в нем только одну вещь. Отказываюсь давать пояснения, ссылаюсь на статью 51 Конституции Российской Федерации. Все свободные места мы внимательно перечеркиваем, чтобы никаких слов потом невероятных новых в этом протоколе не появилось. Протокол мы подписываем после того, как вам отдают копию протокола. Вы имеете право получить копию протокола. Часто сотрудники полиции будут говорить вам о том, что у них сломался принтер, нету бумаги или что-то еще. Это отговорки. Им нужно получить от вас подпись протокола, поэтому чаще всего, если вы скажете, что я готов подписать этот протокол, если вы мне дадите копию, вам дадут копию протокола, и после этого вы поставите
свою подпись. Но и совсем в крайних случаях, если вы понимаете, что вы остаетесь в отделении еще на несколько часов, а если будете продолжать требовать копии протокола, вы можете просто подписать протокол, приписав слова «копию протокола не получил». В каких случаях вас могут задержать более чем на 3 часа? В тех случаях, если вас оформляют по статье, которая может предполагать административный арест. Например, 19.3. Знаменитая статья «Неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции». Если у вас эта статья, к сожалению, закон гласит о том, что вас могут оставить в отделении полиции до 48 часов до суда. В этом случае вы имеете право, если вас задерживают более чем на 3 часа, имеете право на еду, воду и спальное место. Это действительно редко предоставляют в отделении полиции, но, безусловно, требовать вы вправе. И, наконец, очень маловероятная ситуация, но возможная, поэтому о ней важно упомянуть, если вы окажетесь в комнате со следователями. Вы говорите только одну вещь. Статья 51 Конституции Российской Федерации. Я отказываюсь свидетельствовать против себя и своих близких. Не важно, что вам говорят при этом следователи. Скажи нам сейчас, и ты быстрее выйдешь. Расскажи нам правду, ведь ты же честный человек. Ах, ты нечестный человек, да ты гнида, да ты должна рассказать нам правду. Все как было. И сразу выйдешь. Не слушайте это обычные приемы следаков, которые хотят вас развести. Не разговаривайте с сотрудниками полиции о своей жизни. Есть много людей, с которыми можно поговорить о своей жизни. Все, что вы говорите в отделении полиции, может быть и, вероятно, будет использовано против вас. Поэтому лучший ответ на любой вопрос – это статья 51 Конституции Российской Федерации. К сожалению, человек – это действительно существо, которое ко всему привыкает. И если мой первый арест вызвал у меня ужас и трепет, то чем дальше в лес, тем спокойнее я становилась при каждом аресте. Ты понимаешь, через какие фазы ты проходишь при каждом административном задержании, и ты знаешь, что через 3, 4, 5 часов ты освободишься, и тебя встретят твои друзья и сторонники, и дадут тебе классные вкусные газировки. Задержание действительно очень неприятная и скучная процедура. Но если применять юридические знания, то можно действительно очень эффективно минимизировать риски и выйти из полицейского участка, если не победителем, то, по крайней мере, не проигравшим. Ну и напоследок мне хотелось бы напомнить вам о том, что это действительно очень важно подписываться на этот канал. Очень важно ставить колокольчики, уведомления о том, чтобы вы знали о том, что выходит видео на этом канале. Пожалуйста, ставьте лайки или дизлайки. Если видео вам не понравилось, пишите в комментариях, если вы видите, что я что-то упустила или о чем-то рассказала некорректно. Берегите себя и своих близких. С любовью, Надя.